Сегодня в домашних условиях мы научим вас разоблачать громаднейший обман. Вы знаете, что производители молока, бывает, делают его из всякой гадости, химии и продают нам, а мы об этом не догадываемся. Ну что же, чтобы это проверить, нам поможет бабушкин способ. Советские бабушки изобрели этот способ, и мы теперь можем спокойно им пользоваться и дарить его вам. Обычный уксус. Серьезно? Почему? Смотри, и если в хорошее молоко вылить уксус, то с ним что-то должно произойти. Смотри. Так, стоп. Прослушай. Итак, выливаем уксус. Вот это да! Смотрите, это молоко превратилось в обычную, но газированную воду. Ну, я не думаю, что обычную. Ну, а теперь другой стакан. Так это, получается, не настоящее было? Нет, получается нет. А теперь, внимание. Мешай. Ну вот теперь, господа, мы видим, что настоящее молоко начало створаживаться. И вот там плавают кусочки творога. Это значит, что это молоко настоящее, оно просто скисло, поэтому его можно С таким доверять. вы сталкивались, например, когда в чай с молоком добавляли лимона. Получалось бурда. Да. В общем, пользуйтесь. Уксус вам поможет определить, настоящее молоко или нет. Ура! Сенсация! Наконец-то разрешен спор, что появилось первое, курица или яйцо? Да, а что говорят британские ученые? О, британские ученые выяснили, что только курица может вырабатывать белок для формирования яйца. Но это и так было понятно, ведь понятно, что форма яйца может появиться только у кого-то в жопе. Почему магниты с холодильника со временем начинают падать? Потому что магниты могут размагнититься. Разломать магнит невозможно. Даже если мы разломаем магнит, одна, даже маленькая частичка будет иметь все равно свой северный и южный полюс. Да. И магнитные свойства не потеряет. Но магнит можно размагнитить. Сначала намагнитим обычную спицу, которая не обладает магнитными свойствами, с помощью мощного неодимого магнита. Хоп! Спица притягивает гвоздь. Но как же размагнитить эту спицу? Очень просто, нужно постучать. Сильно стучим спицей. И вуаля, она теряет свои магнитные свойства. Поэтому, если вы часто хлопаете дверцей холодильника, то магнитики на нем размагничиваются. Ой, так можно определить, сколько мы едим. Ха, много ешь, магнитики упали. Пойду поем. Вечеринка в домашних условиях. Если у вас есть старая маска и обычный пластиковый стакан, можно сделать генератор пены. Для пенной вечеринки. Что же нужно сделать? Нужно просто разрезать маску. И в этой маске появится 3 слоя. Ну, есть маски с 2 слоями. Нам нужен всего лишь один маленький слой. Берем, отрезаем от пластикового стаканчика донышко. И налепляем на стакан кусок маски. И обычным скотчем обматываем. Говорится, Пеногенератор готов. ну что, вот мой пеногенератор, который я сделал заранее. Вот твой пеногенератор. И чтобы сделать мыльный раствор, не нужно мучиться. Можно взять обычное моющее средство, добавить его в водичку, чтобы оно было жидкое. Проверяем, работает ли мой пеногенератор. Ну что же, пенная вечеринка готова! Весело. А вы знаете, что жители Плутона россияне? Все жители Плутона россияне. Почему? Потому что площадь Плутона 17,7 миллионов километров. А площадь России 17,4. Одна. Увеличил площадь России. Спасибо, Владимир Владимирович. Да, Мы ждем. площадь России была 17,1 миллионов километров, а с присоединением Крыма стала 17,4 миллионов километров. Поздравляем. С гражданством вас, братья! Плутонянцы. Сколько зубов у человека? Конкретно у меня 31 зуб. Но у нормального взрослого человека их 32. Да, но самые страшные существа на свете это дети, потому что они рождаются сразу с 2 комплектами зубов. И в сумме у них сколько? 52 зуба. Ужас! Вот фильм «Зубастики» это про маленьких, капризных, противных детей. Мама, можно конфетку? Чувствуете запах страха? Мама, можно конфетку? Чувствуете запах страха? Мам, пожалуйста. Чувствуете, что у него нет меры, блин? А что, ты слепой без очков? Давай, какой факт?
А очень интересно, сколько костей в человеческом теле? Раз, два, Да три. не считай, я тебе скажу. В человеческом теле около 200-213 костей. А. У взрослого человека. Но младенец рождается с 270 костями. Ничего. Это на 70 костей больше, чем у взрослого. А потом куда они деваются? Самое страшное. Они растворяются. Боже мой! Но я знаю, если вы плохо формулируете свои мысли, не можете их высказать, то значит вы супергерой, у вас на одну кость больше, она Ну, находится в языке. Нет. Это называется косноязычие. Нет, язык без костей. Язык-то не кость. А еще у ребенка нет до 5 лет коленных чашечек.